самое место, где мы катались ровно 15 лет назад. Максимально тихо. Честно говоря, нелегко было сюда добраться, но это то самое место. Вот с этого места все и началось. Знаете, так приятно вернуться спустя много-много лет сюда, подумать просто о своем, каких-то своих мыслях. И мне навсегда нравилось это место. Оно такое спокойное, ламповое. Этот фильм мы еще придумали в апреле, наверное. И я хочу, чтобы все, что тут будет сегодня сказано, ну и, наверное, показано, осталось в памяти. Потому что кроме нас никто бы это не сделал. Я вам хочу рассказать, с чего все начиналось 15 лет назад. Я всегда писал о ком-то сценарии, но не о себе. Я хочу, чтобы это осталось навсегда. Потому что это наша история. Перед тем, как вы будете смотреть этот документальный фильм, я хочу, чтобы вы поняли то, что наша жизнь, она своеобразна. Она даже, может быть, отчасти таинственная, непредсказуемая. Эта история не просто о скейтах. Это, наверное, просто был как предлог того, чтобы просто выйти, собраться с друзьями, покататься. Но для меня это целая история, поэтому эта история будет написана здесь. Хочется начать свой рассказ с годов десятых. Я смутно помню это время. Единственное, я помню, в те времена был моден паркур. Мы, кстати, тоже им занимались какое-то время, но потом в нашей жизни появился скейт. И с этих времен много что поменялось. Я помню, когда мы даже просто катались, и я помню, еще под дождем мы катались, что тоже было прикольно в то время. Это еще до того, как мы стали снимать видосы на YouTube и так далее. Но у меня тогда появился еще, я помню, телефон, ну типа вроде раскладушка или еще что-то, короче. По-моему, Samsung был, да. Он умел снимать, конечно, качество там было, ну так себе, вы понимаете, какое время было. И что-то как-то, и потом мы стали что-то снимать, знаете, такие, да, наши ролики были максимально тупые, максимально, насколько себе это можно представить, просто ролики ни о чем. Ну и к тому же и скейт просто прибавился, ну как бы, да, все мы снимали. И паркур мы снимали, какие-то тусовки. То есть надо еще понимать, что тогда только-только стал снимать плюс 500. Мы, кстати, в принципе, наверное, что-то им вдохновились, когда стали что-то снимать. Ну, естественно, пока не было разговорных видосов никаких, просто снимали до бесконечности. Ну и как бы, да, это было еще то время, когда, в принципе, и YouTube там, о нем никто не знал. Это как сейчас каждый там, грубо говоря, каждый знает о нем. А раньше, да, мы выкладывали в ВК. И, кстати, вот это, наверное, ключевой момент, то, что из ВК все пошло. Мы стали что-то снимать, и наши ролики стали довольно много набирать. Для того времени это довольно много, хотя мы ничего не делали. Ну, просто какие-то придурки на скейтах что-то делают. Ну, ничего такого прям кардинального не было. Я бы даже это контентом особо не назвал. Просто брали и снимали какие-то тупые нарезки, видосы. Но они стали набирать. И вот мой друг, мы что-то так с ним заговорились по поводу еще... Он мне о YouTube много чего рассказывал. Вот. Ну и такие, короче. Пора бы... И нам, кстати, открывать уже, наверное, канал на YouTube. Это тот канал, который на текущий момент времени его не существует.
потому что его забанили. Но об этом я расскажу чуть позже. Ну, открыли мы канал, короче, и стали туда снимать. Поначалу, кстати, я хочу сказать, было как такси. Потому что ВК это ВК, все-таки как бы не особо переходили на YouTube, хотя, в принципе, о нем уже стали что узнавать, но, тем не менее, только, считай, в ВК у нас были какие-то просмотры, а то, что YouTube, это никого особо не волновало. Ну, мы все равно продолжили снимать, снимали много, всякие тупые видосы, и в какой-то момент наши видео стали набирать. Я такой ему другу говорю, и там знакомым, кто нам помогал снимать, типа, о, нихера себе, типа, неужели спустя столько времени что-то происходит, какая-то движуха на YouTube. Вот, даже какие-то первые подписчики появились. И вот, наверное, это уже был год 12, потому что мы 2 года какой-то фигней занимались, просто снимали какие-то нарезки, скейт какой-то, кому-то вообще нужен. Ну и я вообще хуже всех катался, на самом деле, я это никогда не скрывал, что я именно как скейтер, просто новичок без задаток, но я плохо катался. Это, в принципе, и на видосах заметно. То есть я никогда не считал себя скейтером. Мне по факту по кайфу было с ними там, с друзьями пивка попить, бахнуть, так сказать, и просто потусоваться с ними, очень прикольно. Вот. А так, в плане скейта я довольно был такой себе. Ну и, короче, пошли разговорные видосы. Нежданно-негаданно. Просто разговорные видосы мы стали снимать. Вот. И это стало заходить. Там разные видосы, я даже все не вспомню. Какие-то новости канала, то есть такое все снимали. Какой-то лайв-контент. Вот. Такие вот прикольные штуки. Просто о чем-то какие-то события тоже рассказывали, да. Вот. И время шло. Ключевое, наверное, мы уже подобрались к 2015 году. Это не самое худшее время, не самое лучшее. Такое. То есть, наверное, с 2015 года что-то пошло не в то русло. Не в плане контента, а просто всех куда-то понесло не в ту степь. И меня, и всех, кто над каналом-то занимался YouTube. И я к тому же познакомился с девчонкой. Мы, кстати, и с ней снимали. Вы, наверное, не знаете, потому что видосы я удалил, потому что меня просила она удалить, я удалил видосы. Но они, кстати, тоже неплохо так набирали. Но это уже на этом канале, на втором, который вы сейчас смотрите, вот этот ролик. Как бы снимали прикольно. Потом я еще стримы стал делать. И тоже вроде как движок стала, пошла в гору. Как мне так казалось. Но это было не совсем так. То есть, да, как бы прикольно. Тебе даже и донаты, что-то там. У меня, кстати, на том канале первом была монета. Но понимаете, в чем вообще дело? То есть, да, первый канал была монета. Но там такой прям... Ты по факту не можешь. Ты как бы ограничен тем, что... какую-то музыку там могут тебя, по авторскому праву приезжать, или просто какие-то фрагменты. То есть, когда у тебя монета, у тебя жесткие правила канала. Поэтому я большую часть времени бросил скейт и стал, просто какие-то разговорные видосы снимать. На том канале, естественно. Без музыки, без всего, потому что я не был гарантией того, что... Не чтобы мне важна была эта монета, там действительно не особо много платили. Да, видосы набирали по 10-20 тысяч просмотров, но особо это ничего, плоды не приносило. Стримы, да, они больше такие рентабельные. И, в принципе, там, кроме меня, еще кто-то снимался, да. Еще плюс какие-то скейт тоже добавляли, еще клипы пошли. Там тоже ребята потянулись. И так, снимали. Но время идет. Уже 18-й год. 18-й год я хорошо запомнил. Это был сентябрь, наверное. Октябрь. Даже, по-моему, не осень. Это было в конце года. В 18-м году. Я тогда расстался со своей девушкой. Мы с ней были около 4 лет. Плюс-минус. И, честно говоря, это надолго меня выбило из колеи. Я стал на тот первый канал что-то снимать, какие-то разные видосы, и то, что там накопилось, вот это все высказывал.
И я не помню все видео, которые я снимал, но за некоторыми стыдно до сих пор. И как бы мой канал банят первый. Это как раз тот момент, когда я расстался со своей девчонкой в 2017 году. Мне канал просто сносит. Я просыпаюсь, я помню, я просыпаюсь в тот день, и мне как бы на почту приходит письмо, что-то, мол, извините, ваш канал, типа, ну, до свидания, удален, причем навсегда. Там была монета подключена, и 20 тысяч подписчиков было. И я просто не знал, что мне делать. Как бы я привык всегда вот снимать видосы, там, на камеру, естественно, разговаривать. Я это все люблю, и мне это не привыкать. Я всегда этим занимался. Вот. Даже когда мне канал особо денег не приносил, ну, тем не менее, я все равно этим, типа, занимался, и мне это, типа, по кайфу было, нравилось. И как бы, ну, все, типа, я без канала, без девушки. Ну и вообще, типа, дела мои, мягко говоря, ну так все. Причем мы перестали особо общаться вот то с каналом, там что-то снимали. У нас общение какое-то стало на нет. Тут самое интересное будет, мы сейчас подберемся к интересному моменту. Прошло, наверное, года 2 с момента удаления канала и расставания с девчонкой. Пройдет, наверное, года 2. Прежде чем вообще я вот снова вернусь на YouTube. Я, кстати, вернулся не на этот канал. Этот был канал всегда как лайв-канал. Ну, типа, я каким-то образом, конечно, набралось 2000 подписчиков, не знаю каким. Ну, видимо, какие-то кавера, может, куда-то залетели и так и набрал. Спустя, считай, 2 года есть канал, короче, на YouTube, Маша Рябинина, скажем так. И поначалу вот то, что мы с Машей, да, это как бы наш общий канал, получается. Поначалу этот канал был как, знаете, шутка, наверное, как стёб, то есть даже мы не понимали, зачем он нам нужен. Ну, наверное, мы просто хотели видео какие-то снимать. Ну, и первое время, естественно, я там особо никакие участия типа не принимал на этом канале. Как бы общий, но особо и без меня. А вот уже потом, да, мы стали вместе и клипы снимать, и какие-то... Мы даже целые документальные фильмы просто снимали, по большому счету. То есть вот Колумбайн я написал, мы с Машей его дописывали потом. Чарльз Мэнсон я тоже. Ну, такие все, такие ходовые. То есть я на этом канале много чего писал, текста какие. Маша потом снимала, озвучивала и так далее. То есть было классно. И так продолжалось какое-то количество как бы по времени долго, наверное, может, лет 5. Как бы этот канал был на плаву, мы снимали, нам это нравилось, типа, мы планировали какие-то новые видосы, какие-то новые форматы, но не получилось. По чьей вине это, я не знаю. Может быть, просто надоело, может быть, отчасти кому-то из нас. Ну, я всегда хотел снимать видео, и даже Маша об этом говорила, то, что надо снимать видосы. Она потом в стримы ушла, ну, собственно, как и я, короче, в стримы ушла. А я хотел всегда, чтобы, снимать, типа, видосы. Я понимал, что в основном аудитория Машина, она не совсем подходит. Если никого не обижать, то, да, понятно, что девчонка там и так далее. Много кто подписывался, но, естественно, не каждый подписчик будет смотреть очередной наш, так шедевр кинематографа, то, что мы сняли, да. Понятно, что не каждый будет смотреть. Да и много там просто хотели на массу там, типа, посмотреть. Это вообще другая история, блядь. Я люблю вот подписчиков там. Естественно, не всех. Наверное, из вот этого всего количества, может быть, подписчиков 10 там самые топовые. Ну, даже, ладно, 20 подписчиков самых топовых, а все остальные, ну так, они как-то набрались. Непонятно, зачем они подписывались, непонятно вообще почему. Нафиг они на канале нужны, если они особо не активны, может быть, они хотели на Машу посмотреть, вы знаете, когда девчонка что-то снимает, там много всяких фолловеров, фанатов появляется. Вообще, на самом деле, возможно, мне стоило, мне вот многие говорили потом, говорили, что мне надо было на свой канал, наверное, сценарий писать, текста и сами, и тем более я же снимаю что-нибудь без маски и так далее, то есть надо было самому на свой канал что-то снимать, вот как раз на этот второй, типа лайв, только немного его отформатировать, там, оформление принять, и так далее. Да, возможно, они правы в чем-то, потому что я когда писал сценарий, вот, мне казалось, что это особо не нужно, конкретно на том канале, вот, я люблю свои видео, и как бы
естественно, я бы не, ну, как бы видео в плане того, что я их писал текста там и так далее. Но именно что удалять я ничего бы не стал. То есть, как меня просили, там, я бы, ну, это часть нашей истории. То есть, сколько лет мы это все делали, не всегда успешно, не всегда удачно, иногда были провалы, полный фейл. Да, и такое было. То есть, иногда мы просто полную херню, ну, фигню снимали. Такое тоже. Ну, это нормально. Блядь, типа, все мы люди, все ошибаются. Благодаря вообще Ютубу, на самом деле, я много каким вещам научился. Ну, например, даже просто разговаривать на камеру, какие-то разговорные видосы. Даже как с гитарой там лучше смотреться на видео, да, ну и так далее. То есть это все важно для меня. Это умение разговаривать. Я и много видосов у Маши какие-то озвучивал. Даже вот это вот, типа, Маша Рябинина представляет, ну и так далее. Тоже. Единственное, что нам просто много обработано, и все, короче. Да, и также в клипах много еще сводилось там. Иногда я херово сводил, иногда хорошо. Но это много факторов, знаете, типа. Не всегда звезды все сходятся. А когда вот только мы начинали заниматься вообще YouTube на том моем канале, когда мы там с ребятами, да, все это снимали, конечно, мой навык был, ну, мягко говоря, я даже бы это видео, если бы их нашел, я бы вам их показал. Ну, блин, это стыдно, конечно. Ну, это опыт, даже такой опыт. Ну, и смотря, и глядя назад, через эту призму такую прошлого, просто я понимаю, что, блин, ну, наверное, да, работа проделана, типа, над собой просто гигантских масштабов, на самом деле. Также и что-то озвучивание, там также и съемки какие-то видосов, также и построение ракурсов. Да даже запись на микрофон, все это вкупе, ну, сделало меня тем, кем я сейчас являюсь. Ну, это круто. И мне обидно за тот канал, не то, что там была монета, то, что там просмотры. У нас реально на одном видосе прям, ну, около 1 миллиона было просмотров, то есть, ну, на том канале. Из 20 тысяч подписчиков, типа, ну, это было круто. Тем более в то время, если бы канал не был забанен, то, возможно, было бы еще больше. Но дело не подписчиков, мне просто нравилось это сейчас, ну, как бы, снимать, показывать, там, что-то рассказывать. Какие-то, может, клипы мутить смешные, кому-то не смешные, кому-то... Для кого-то они, ну, дно. Вся, ну, типа... Для кого-то они отстой были. Ну, у каждого свое мнение, я понимаю. Вот. Обидно не за сам факт того, что канал удален, а обидно в первую очередь то, что исходники и многие материалы я уже не могу никак достать. И то, что я вам в этом, так сказать, фильме показываю, оно было... То есть, чтобы это все достать, это надо было, короче, прям мотаться, угореть. Прям потом и кровью все это исходники. То есть это оригинальные исходники, прям, ну, с камеры, с флешки. Флешка, она как бы умерла, но восстановить данные, короче, можно. Вот то, что вы сейчас видите, и там, что вам показываю, это оригинальные исходники, получается, с моей камеры, которую мы это снимали. Даже вот гитара, вот первый мой, что я научился на гитаре играть, это был The Weeknd Game, ну, вы знаете песню. Крис Айзек и так далее. И вторая была Animals, Дом восходящего солнца. Ну, наверное, все. Сейчас вам сыграю, что нет. Такая моя красотка. Черная пантера. Вообще, это был такой момент, я вспомнил, когда мы сидели, пили пиво, или кто там что пил, покуривали. И я решил, короче, сыграть вот это Animals. Показать ребятам, вот, типа, смотрите, ребят, я научился наконец-то играть. Кто-то подпевал, кто-то знал слова, ну и как бы, считай, в лайве все это исполнили. Потом поехали кататься на скейтах.
Я вообще, знаете, ребят, когда у меня не было канала, ну вообще, когда я этим не занимался, как вот совсем маленький, я много в людях не понимал в плане вообще всего. Кто не занимался никогда ютубом, там вот, не было каких-то тусовок, для них то, что они видят, так оно и есть, типа, истина в последней инстанции, так говорится. То есть даже этот образ, который на мне, они думают, что в жизни я так хожу. Ну, типа, блядь. То, что касается ютуба, там что-то сделал, там в клипах. Мне, например, в клипах было бы не западло там на, ну, я не знаю, ногти, типа, накрасить, я так уже делал. Ну, типа, для кого-то это, ну, капец. Просто люди погружены, как бы, в эту тему, они довольно, так сказать, ну, на верхах просто судят то, что видят. И также и многие шутки мои не выкупали. Там был хейт. Хотя это была просто шутка. Поэтому, ну, что поделать. Люди у нас привыкли верить тому, что они видят на своих экранах. И поэтому судят в первую очередь. А то, что там внутри у человека, это, конечно, никого не волнует. Переносимся, наверное, в конец 25-го года. Вот, наверное, в то время что-то пошло не по плану. Мы тогда с Машей снимали новогодний видос плюс клип. Ну, как бы, я уже тогда что-то, знаете, я, конечно, сыграл там этот кавер, но у меня уже в голову там стали мысли, так сказать, проникать, то, что, может быть, наверное, скоро это все закончится. Я не то, что себя программировал на это, нет, просто мне так казалось в тот момент, то, что все это, и это было, знаете, не так, что рано или поздно, мне казалось, что это прям действительно скоро все закончится. Для меня Машин канал был спасением, он мне помог по факту вот пережить расставание с девушкой, я там в текста уходил, сценарий какие-то прописывал. Ну, я уже про бывшую забыл, то есть в тот момент я даже имени не вспоминал. Ну и как бы последний сценарий, который я писал Маше, это Тони Энтедов. Ну типа детенку, которую зарезали в собственном доме, не был свидетелем. Но они там были, там очень сложная история. Если хотите пересмотреть это видео, это последнее, над чем я работал на канале Маши. Ну и не считая того кавера, которые были исходники у меня, я его просто допилил до концовки, скажем так. Выходит это видео и начинается апрель. Мы все-таки рассчитывали на больше просмотров, но он не собрал особо много. Хотя видео реально крутое, он там замороченный. И считаемый первый, кто об этом сделал, ну, такой прям фильм документальный и так далее. Апрель, наверное, самый худший месяц вообще, который был. Вот самый худший. Не потому, что даже Маша закончила. Она, видимо, устала, и она захотела новой жизни, хотела что-то другого. Какие-то новые, так сказать, новые какие-то эмоции, приключения. Когда я выходил, шел в магазин, как обычно, там, что-то себе купить, и ко мне подходит, ну, наш, типа, общий знакомый и говорит, типа, вот так и так, типа, ну, друг, короче, умер. Я не буду в этом видео говорить подробности. Все-таки есть, надо отделять, типа, есть личная жизнь, есть, что касается YouTube. Да, он снимался видос, но я не буду в этом фильме, если так можно сказать, какие-то тонкие, деликатные вопросы какие-то рассказывать. Нет. Я вообще подумал, что это шутка. То есть это человек, который, ну, он и ноги ломал, что только с ним не происходило. Он и на байке разбивался много раз, ну, типа, ему вообще, ну, типа, чувак в рубашке родился, а тут просто, считай, ну, типа, умер. Наверное, первые 2 дня я вообще... Для меня это была какая-то шутка, понимаете? Сколько всего было. Он с мотоцикла падал, чуть ли не по кускам мы собирали со скейта, сколько раз он там ноги ломал. То есть, ну, как бы, парень в рубашке родился, мягко говоря. И тут, типа, просто смерть. Типа, я вот просто отказывался это принимать, в это верить. Но это правда. Его нет. И, честно говоря, я до сих пор не могу это принять, что его как бы больше нет. Это очень странно. То есть мы с ним, да, с коляски были вместе, то есть постоянно были вместе, как, типа, братья, вот с детства, потом скейт стали вот это все снимать, какие-то видосы снимать, еще YouTube и так далее там. Все как бы связано, и его как бы нет. И это все в апреле случилось, после того, как я написал довольно тоже такой сценарий на Машу, ну, довольно тяжело, мне тоже тяжело он дался, потому что, как бы, ну, история сама не шибко приятная. И тут у меня уже своя история началась с этим другом. Мне его, ну, не хватает просто
Я даже вот это видео я не могу как бы долго пересматривать, потому что меня сразу флешбеки откидывают куда-то в прошлое, и я начинаю об этом думать, загоняться. Поэтому я не знаю, как буду это видео монтировать, но не придется это делать. То есть, тяжело было. И сейчас, как бы, да, сейчас август, но тем не менее все равно не легче. И я вот потом видео смонтировал, я его на канал выложил из того, что смог исходники найти по-быстрому. И тоже, кто писал там, спасибо вам, конечно. А вот даже просто хочешь, я не знаю, каждого, наверное, обнять, хотя, если это можно было сделать. Я просто еще многие вещи переосмыслил в своей жизни, то что может быть такое, что ты считаешь близкого друга, как каких-то людей считаешь близкими, а по факту они не близкие, они как бы никто для тебя. А чужие люди, там, их поддержка, они бывает довольно важны для тебя. То есть важнее даже, чем от близких людей. И даже близкие люди могут уйти, скажем так, отойти от тебя там в твой там трудный момент в твоей жизни и так далее. А вот, казалось бы, какие-то незнакомые люди, наоборот, как бы тебя поддержат и так далее. Вот, готовы тебе чем-то помочь. В рамках того, что они могут сделать. Даже вот, казалось бы, просто коммент, но для меня это важно. Для меня это важная история. Даже просто коммент на YouTube, это важно. То есть, ладно, там какие-то видео, это я уж молчу, но конкретно вот на то видео мне было важно. Хотя там много, не то что много, но находились просто люди, которые писали, конечно, откровенно говоря, мусорные комменты, это да, это, знаете, без этого никак. Это же интернет, тут не особо шибком популярно приветствие. И просто как бы, так сказать, культурная манера речи, да. И как бы мне не привыкать, я уже сколько? Даже, можно сказать, 15 лет типа на ютубе. 15 лет. Понимаете, за это время кто-то женился, кто-то там, я не знаю, то есть, это такая прям эпоха целая. 15 лет, типа, реально. И за это 15 лет много что поменялось. Тогда, да, сложно в это было поверить, что работал интернет нормально, можно было видосы загружать. Без всяких КВНов, без всяких костылей. Просто берешь и заливаешь, и люди это смотрят. И как-то реагируют на то, что ты делаешь. Мне еще, даже вот канал Маши, просто я своих сил то вложил немерено, на самом деле. Многие типа думали то, что Маша все сама там, вы сами должны понимать, что Маша довольно сложно, у нее видосы были. И клипы там, я помню клип Москва-Сити там, то есть, это сложный клип на самом деле был. То есть там даже всю эту локацию построить, нужно много было времени на это увидеть. Я не жалею об этом, это прикольный опыт, бэкграунд, как говорится, будет что показать, поэтому это круто. Жалко, что так все происходит в нашей жизни. Кто-то умирает, кто-то влюбляется, кто-то еще что-то происходит. Но жизнь не стоит на месте, она идет вперед. Она просто течет вперед. Мы стареем. От этого никуда не деться. И, наверное, не стоит даже думать о том, что... Понятно, что прошлым жить тоже не надо. И загоняться по поводу, что будет завтра тоже. Я об этом думаю, естественно, но просто я живу в моменте, стараюсь делать то, что в моих силах и текущим временем, а не то, что будет потом. Я не знаю, что будет завтра, как и вы не знаете, что будет завтра. Никто не знает, что будет завтра. Я даже не уверен, закину ли я этот фильм на канал. Просто я не уверен, закину я его или нет. Нет такой уверенности в этом. Поэтому я не думаю о завтрашнем дне. Я предлагаю вам выпить, наверное. Все, что хотел, я сказал. Я даже вам сказал больше, что хотел, на самом деле. Я даже вам больше рассказал того, что хотел. Да. 15 лет. 15 лет прилетело довольно быстро. Хотя это вроде казалось бы как давно, как будто прям вчера. Как будто я недавно школу закончил, а по факту это вообще давно было. Мой друг был классным. С ним было круто проводить время. Хоть и итог этого всей этой истории такой, я рад, что вообще был с ним знаком, это круто. Всем бы таких знакомых иметь. Как он, может, у вас есть такие знакомые, друзья, близкие. Так что берегите их.
Потому что никто не знает, сколько нам осталось. И также я снимаю это творчество не для того, чтобы набрать просмотры, а просто мне нравится это делать. Это как смысл моей жизни, это как стиль моей жизни. Я без этого уже не могу. И на Маше я много чего мы делали вместе. И на этом канале я тоже буду делать вместе. Даже эту локацию, которую вот мы делали, это тоже нелегко все. Это тоже труд людей, которые... Я благодарен вообще людям, которые согласились это мне все помогать снимать. Потому что один бы я не справился. И в целом это сложная роль для меня. И морально, и вообще по всем фронтам. Я не снимался очень давно. Я хотел на это вернуться, но я не хотел возвращаться именно в такой момент своей жизни, когда мне не особо, скажем так, все это... Понятно, что время лечит, да, но прошло не столь много времени, чтобы оно вылечило. Друзья, наверное, выпью за вас, чтобы у вас было все хорошо, и чтобы вы не знали таких вещей. Да, к сожалению, все умирают рано или поздно, но я хочу, чтобы этот момент у вас хотя бы не настигал так внезапно. И чтобы у вас все было хорошо. Чтобы все жили долго, насколько это вообще возможно. Поэтому выпью за вас. Ну и, наверное, за свое прошлое, которое уже осталось в прошлом, и никак уже не вернуть. Так, спасибо людям, которые все время со мной были. Я не знаю, что бы я делал без вас. Я, конечно, привык писать сценарии. Я же про кого-то писал, а не про себя. Даже этот сценарий я не прописывал специально. Весь сценарий у меня в голове. Это моя история, у меня в голове сценарий. Я его помню. Потому что это моя жизнь. На этой дороге наши пути расходятся. Классно покатались, да? Ну, как-нибудь еще прокатимся. Может быть, другой жизни, более лучшей. Поживем увидим.